Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом ролике вы увидите, как неправильная архитектура ногтей влияет на внешний вид. Ногти-плюшки, будем выполнять преображение. Поехали! Посмотрим на ногти, которые были выполнены в салоне. Они все неровные, имеются трещины, ну и в целом выглядят как-то не очень эстетично, я бы сказала. Конечно, хочется эти ручки преобразить и сделать на них другое покрытие, более тонкое, которое скрасит ногтевую пластину. Если взять специальный прибор, который называется микрометр, мы увидим, что толщина на свободном крае 2, а то и более миллиметра. На указательном по центру ногтя трещина. Давайте подумаем, из-за чего такое могло произойти. Например, когда у клиента очень гибкие ногти, а выравнивание было выполнено при помощи пластичной базы, а покрытие твердым гель-лаком, то возможны такие сколы. Или наоборот, когда база была твердая, а покрытие гель-лак слишком пластичное, мягким. Проще говоря, конфликт материалов. То есть нужно подбирать верно не только базовое покрытие, но и цветное и топовое защитное покрытие для того, чтобы не было таких трещин. Ну а мы с вами выполняем снятие. В таком случае, когда ногти очень объемные, много базы, необходимо ее тщательно снять при помощи насадки, керамики, либо твердосплавной, не принципиально, до тонкого слоя. Особое внимание уделите торцам, не оставляйте много толщины в этих местах, так как она визуально будет делать ноготь еще более объемным. Ну и, конечно, убираем все отслойки по периметру, чтобы их не было, чтобы они не появились вновь на следующем покрытии. Допускается оставить тонкий слой базы при условии, что он не отслаивается и держится хорошо, без воздушных карманов. Выполним маникюр. Тут интересный случай. У моей модели резиновая жирная кутикула. В таком случае ее нужно подсушить. Для этого буду использовать специальную тальк-присыпку после того, как отодвину кутикулу при помощи апельсиновой палочки и раскрою карман. Такой тальк помогает абсорбировать влагу, ее убрать, за счет чего насадка не будет сильно забиваться во время прочистки кожи. Важно, что кутикула у моей модели не тонкая, не чувствительная, а именно жирная и плотная. В таком случае рекомендую использовать синий абразив насадки. Но в этот момент я поняла, что забыла зашлифовать поверхность, заматировать ее при помощи пилки, поэтому сделала уже после талька, но в принципе это можно было сделать и до. Самое главное до выполнения среза, чтобы впоследствии его не размахрить при помощи пилки или бафа. На этом моменте мы убираем отслоившиеся участки базы, которые остались, и также спиливаем часть птериги, за счет чего нам проще будет выполнить обработку при помощи фрез. Для обработки использую алмазную насадку «Пламя» диаметром 0,21. Выбираю именно такой абразив насадки, так как птериги у моей модели очень активны, его много и нужно хорошо вычистить. Кстати, я заметила на данной модели еще один факт, что в правых сторонах почему-то больше осталось птериги. Видимо, предыдущему мастеру не совсем было удобно работать с этими сторонами, поэтому в них большее количество кожи и с ними нужно тщательнее поработать, нежели чем с левыми сторонами. Этой же насадкой можно приподнять кутикулу, создать юбочку, посмотреть на чистоту внутреннего кармана, зашлифовать, обработать пазухи и валики. Такую насадку мы используем не всегда, а только в тех случаях, если кутикула очень объемная, жирная, резиновая и плохо поддается обработке. Если бы кутикула была тонкая и чувствительная, то я бы тут взяла насадку с красной насечкой, чтобы не поранить клиента и не сделать ему больно. Также синяя насадка помогает убрать большие заусенцы, если они есть. Насадка их сгладит, и впоследствии заусенцы не будут появляться вновь. Такая обработка – один из моих самых любимых этапов в маникюре, потому что мы видим с вами разницу, что было и что стало. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний Школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Выполняем срез при помощи ножниц. Поскольку кутикула очень плотная, стелющаяся, за один проход мне удается убрать ее видимую часть
И сверху остается еще кожа, которую я могу срезать, но важно, в этом месте нельзя срезать много, иначе появятся заусенцы. Работаю филигранно по поверхности, либо эту кожу можно зашлифовать также при помощи алмазной насадки с синей насечкой. Что самое интересное, кутикула и валики у моей модели комбинированные. Если, например, я говорю о том, что кутикула резиновая, жирная, то валики сухие. Поэтому беру совсем маленький диск, приклеиваю на него абразив и работаю, шлифую боковые валики и пазухи. Работаю в положении форвард на небольших оборотах для того, чтобы их сгладить. Готово, и подготавливаем ногти к покрытию. Обезжириваю. Наношу бескислотный праймер для улучшения сцепки. Подложку делаю из пластичной базы, потому что ногти у моей модели гнущиеся и тонкие. Если поставить твердый материал, то возможны сколы. Такую тонкую подложку просушиваем в лампе в течение 30 секунд. А выравнивание буду выполнять армирующей базой. У имени написано на упаковке Rubber Strong. И у некоторых может возникнуть вопрос, какая же все-таки эта база, Rubber пластичная или Strong? Жесткая. Давайте с вами сделаем тест на определение пластичности. Наношу на глянцевую поверхность базу, выравнивающий слой, просушиваем, снимаем липкость, ждем пока база остынет и начинаем ее изгибать. Что мы видим? База изгибается наподобие каучуковой пластичной, но в то же время она является армирующей, то есть не так сильно она жмется, как обычный Rubber Base. О чем это говорит? Что база именно армирующая, она будет как изгибаться, так и будет создавать правильную архитектуру и не будет проседать во время носки покрытия. Мне нравятся такие базы, которые сразу выполняют эти две функции. Некоторые ногти необходимо реставрировать, а именно указательный смотрит вниз, клюющий, поэтому кончик лучше приподнять. Для этого буду использовать молочный полигель и менька. Этот цвет максимально подходит и подстраивается под цвет ногтевой пластины и удобен по консистенции. Разравниваем при помощи апельсиновой палочки или кисточки и отправляем на просушку. На большом пальце был выполнен неправильный опил. Мы видим ступеньки по точкам вроста. Конечно, их лучше заложить при помощи также твердого материала. Вытягиваю и создаю новые нижние параллели по воздуху и отправляем на просушку. Следующим этапом необходимо достроить архитектуру при помощи базы. Остальные ногти я просто выровняла базой. Переворачиваем руку для создания архитектуры, смотрим на ровный блик и отправляем в лампу на просушку. Если вам требуется опил поверхности такой конкретный, тогда не стоит вводить идеального блика, просто снимите липкий слой и пройдитесь пилкой по поверхности. Снимаю липкость с базы и опиливаю форму. Не забываем сравнивать ногти между собой попарно, для того, чтобы они были одинаковыми по длине. В преддверии Нового года особенно актуальны блестящие покрытия гель-лака. И, на мой взгляд, одни из самых красивых блестящих оттенков именно у бренда Имень, потому что они плотные. Посмотрите, какое плотное нанесение уже в один слой. Кстати говоря, такое покрытие не рекомендуется наносить в один слой, выравнивать цветом. Почему? Потому что он просто может скукожиться при просушке. Наносите более тонкие слои, все будет плотно, красиво и не будет просвечиваться. Просто вы заранее себя подстрахуете от неприятных моментов. Благодаря тому, что мы сняли липкий слой с базы, цвет никуда не затекает, ложится аккуратно. Использую веерную технику прокрашивания под кутикулой. У меня на канале есть и другие видео о том, как наносить гель-лак под кутикулу различными способами. Также об этих секретах и лайфхаках я рассказываю в наших онлайн-курсах, поэтому если вам интересна тема глубокой прокраски под кутикулу, то вы всегда можете обратиться к курсам либо к видео. И вот в два слоя потрясающий, плотный, глубокий оттенок. И покрываем топом. Топ мы в этом случае выбираем пластичный, для того, чтобы он изгибался вместе с покрытием и не скалывался. На этапе выравнивания мы использовали небольшое количество базы, для того, чтобы ногти не казались плюшками, поэтому на этапе покрытия топом также его очень много не используйте и не выравнивайте объемно топом.
Просушиваем в лампе и подпиливаем торцы для четкости. Наш результат. Ну что тут можно добавить? Не делайте ногти плюшки, не создавайте ступенек по точкам роста. Кстати, на эту тему у меня на канале есть отдельное полезное видео. Обязательно его посмотрите. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!